Голод перманентен, не выключаем. Мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. Осажденный город 872 дня боролся за жизнь. Ежедневные бомбардировки и страшный голод не сломили его жителей. Город продолжал жить и бороться. Нельзя забывать о судьбах ленинградских детей. Они пережили страшные времена и совершили огромное количество подвигов. Мальчишки и девчонки тушили пожары, стояли на смотровых вышках. Те, кто был помладше, отстаивали очередь за хлебом. Ребята, несмотря на морозы, носили воду из Невы. Кто-то прятал недоеденный сухарь в кармане, чтобы подкормить своих младших сестер и братьев. У детей Ленинграда было свое, особенное детство, не похожее на других. Однажды 3-летний Саша Игнатьев в садике нарисовал рисунок. Лист был зарисован черным цветом, а посередине белый овал. Воспитательница спросила у мальчика, что же значит его картина, и он ответил: «Это война, вот и все. А посередине булка. Больше не знаю ничего». Когда слушаешь воспоминания о блокаде, становится не по себе. А можем ли мы представить, что делал и чувствовал человек перед лицом бесконечного горя? Как об этом размышляют мои сверстники? Это довольно сложный вопрос, на который в наше время, скорее всего, мало кто может ответить. Мы живем в мире изобилия продуктов, мы живем в отапливаемых домах с электричеством, с водой. Конечно, в кризисной ситуации в приоритете бы стоял вопрос защиты моих близких, конечно же, сохранение своей жизни и жизни людей вокруг. В первую очередь я бы организовал свой день. Я бы решил, как между семьей распределить бы еду получаемую. Поискал бы в библиотеке какие-нибудь кулинарные книги. Надо было бы найти работу, основываясь на тех знаниях и умениях, которые бы у меня были. Я бы, наверное, пошла работать к врачам, чтобы помогать людям, которые получили серьезные травмы. Я бы записался добровольцем на фронт и ушел бы воевать за нашу советскую родину. Я позаботился о защите своих близких, попытался бы всяческими способами помочь им, и, наверное, я бы отправился добровольцем на фронт. Единственным спасением во время блокады была дорога жизни. Она проходила по замерзшему Ладожскому озеру и соединяла Ленинград с тыльной частью страны. С сентября 1941 года по ноябрь 1943 по ней советские военные смогли эвакуировать часть населения. У меня есть бабушка, и она родилась в 1940 году, и во время того, как только началась блокада, она успела эвакуироваться из Ленинграда. Насколько мне известно, эвакуироваться смогли только около половины населения города, остальная же осталась. Таким образом моя бабушка и выжила. Моя прабабушка Волощук Надежда Николаевна тоже была блокадницей, она прожила большую часть блокады Ленинграда, приблизительно 2/3. Блокада ее застала, когда она была студенткой на 2-м курсе в железнодорожном институте. Конечно же, все мальчики были призваны, и они отправились на фронт. Как она отметила, многие девушки также ушли добровольцем, медсестры или тоже рядовыми военными, но она не смогла взять в руки оружие и осталась в городе. Но были и те, кому не посчастливилось уехать из блокадного Ленинграда. Нас должны были эвакуировать. Но я заболела воспалением легких крупозным. Сказали, что девочка не выживет, ложитесь на чудо, потому что она умрет в дороге. А так, может быть, останется жива. На момент начала блокады Наталье Владимировне Добрецовой не было и 2 лет. Поэтому ее рассказы основаны и на ее детских впечатлениях, и на рассказах близких людей, которые пережили это страшное время, в том числе на рассказах ее матери, Голицынской Людмилы Михайловны. Для того, чтобы сделать эту фотографию, Людмила Михайловна отдала свой последний хлебный паёк. Она не знала, смогут ли они пережить блокаду. Я спросила у своих знакомых, какие вопросы они хотели бы задать человеку, который пережил блокаду. И первым делом их заинтересовал быт человека во время блокады. Сначала уходили родственники, в конце концов остались мы вдвоем с мамой, потому что ушли
от голода, от холода. Ну, в основном голод, конечно. Первый мамин брат, 14-летний подросток, в Эрмитаже занимался, картины рисовал. На руках у нее умер от голода. Это еще было в 1941 году. Мама получила диплом, начала работать в тех школах, которые были поблизости от улицы Рубинштейна. Ну, затем уже с начала 1943 года мама работала полностью в 218-й школе, а мы, вот начиная с зимы 1942 года, жили на казарменном положении. Свободное от работы время люди залезали на крыши по воздушной тревоге и спасали крыши, город от снарядов, всего прочего. Мама на работе, я в яслях сначала была, ясли бомба попала. Ноги обморозила тогда. Маму можно в состоянии представить, приходит, а здание полыхает. Мама, конечно, старалась по возможности меня хвостиком брать, чтобы погибать так вместе. Что придавало сил жить в таких условиях? Только окружение людей, их отношения, внимание. Люди были очень заботливые, если о качествах говорить. А мама, когда вот лишилась всех и вся, она говорила, что почему я, в принципе, во-первых, она в рюкзаке вынуждена меня была носить, я ходить уже не могла. И сама она на костылях была. Она говорит, утром просто она не могла встать. И только осознание, что я лежу, и что нужно сохранить жизнь, так что родство вот это душевное, ну, спасало. Силы черпали, ну, так взаимно друг у друга. Вот могу про елку рассказать. Я саму елку не помню. Я помню один случай из новогодней елки в детском саду. К елке сделали мне костюм зайчика из простынки, белой простынки. И хвостик сзади сделали какой-то. Так вот, я только помню факт, то есть как вот запечатлелось. Конечно, я там всплакнула. Хвостик дети все щупали. Какой он хвостик? Ну, может, думали, натуральный зайчик или, наоборот, из чего этот хвостик. И хвостик оторвали. Ну, костюмчик, конечно, не сохранился, простынка, наверное, была ношена. Но все равно, видите, такая радость, вот как говорится. А самое главное – забота. Забота. Что ели жители блокадного Ленинграда? Ну, я сама пуговицу съела. Туфелька была на пуговке, которая на ягодку была похожа. Я, значит, соответственно, крутила эту пуговку. Уж очень она такая заманчивая. И в рот взяла. Ну, проглотила. Но ничего, не умерла, жива осталась. Вот, непосредственно. А ребята вот рассказывали, они все подряд. Вот они вот почки, там землю поскребывали на что-то похожее. Есть очень хотелось. Вот, поэтому в то время, что хряпа самая любимая, когда уже пошла трава, это вот рубили траву и хряпа. Вкуснее не было ничего. Котелки такие, эти самые. И, значит, это вот хряпа наверстывали. Я помню, печное же отопление было. Где-то по сусекам, да, как в сказке, поскребли и наскребли, я не знаю, горсточку, версточку муки. И решили сделать мне суп с клёцками. В игрушечной кастрюлечке. Кастрюлечка это, ну, наверное, с мою ладошку даже, может, чуть меньше. Такая забота трогательная. Так что берегли меня, как зеницу ока. Как восстанавливали город после блокады? Ну, конечно, центр в первую очередь каким-то образом стали. Что-то прикрывали. По улице Лиговскому проспекту, вот я имею в виду, просто страшно было ехать на трамвае, когда выезжаешь. Он долго был разрушен. Очень долго. Что говорить о городе, если у нас вон сколько разрушенных зданий поехать, если в окрестности, и сколько невосстановленного из памятников, которые стоят того, чтобы они были сохранены. Ну, в первую очередь, конечно, под жилье приспосабливали, что не хватало площади. Расскажите про свое воспоминание после снятия блокады. Мы в основном же где там прикрытие, закрытие, аэростат, и все это небо затянуто какими-то этими, ну, якобы там лес, деревья, потому что это же надо все было укрыть, прикрыть.
Вот картинка, я одна, солнце, трава, желтые цветы. Ну, я не знала, но я предполагаю, что это были одуванчики. И вот я одна на этой лужайке, и солнце. И такая вот я это видела впервые. А вообще, детство, оно всегда есть детство. Оно все равно счастливое. Все благодарны очень, конечно, этим взрослым, этим детям, которые, как взрослые, как всюду и везде, делились и так далее. А игрушки у них были, собирали осколки от этих снарядов. Вместо стеклышек их не было. Вот такое печальное видео у нас получилось. Мы, жители Петербурга, да и в целом России, никогда не забудем о подвиге ленинградцев. Спасибо за просмотр.